Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о нашем путешествии по Средиземному морю на теплоходе Коста Тоскана, который является самым крупным в Европе на сегодняшний день. Вот мой друг Геннадий прибывает из Вильнюса на самолете. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Всем привет из Альцбурга. Город Моцарта. По приезде из Нюрнберга мы успели побывать еще в Зальцбурге, в Австрии, и посмотреть этот красивейший город. На следующее утро мы отправились в город Мемминген и оттуда самолетом отправились в Жирону, которая находится недалеко от Барселоны. Из Жироны мы поехали на городок Лорет-де-Мар, который является курортом. На автобусе из аэропорта Жироны можно доехать за 35 минут. Круиз по Средиземному морю начинается с города Барселоны, но мы решили переночевать в городке Лорет-де-Мар и, возможно, успеть искупаться в Средиземном море. Мы с Геннадием отобедали в кубинском ресторане с весьма экзотичным названием. Этот городок оказывается очень древним. Пляж Лорет-де-Мар считается одним из лучших пляжей на Коста-Браве. Здесь раньше жили иберы, на смену которой пришли римляне. И считается, что это они переименовали поселение латинским названием Лаурентум, место, где растут лауровые деревья. Он же так хорош Лорет-де-Мар, а тем, что он славится своим мягким, комфортным климатом. Здесь не бывает невыносимо жарко летом или очень холодно зимой. Летний максимум плюс 28-30 градусов, а зимой дневная температура редко опускается ниже плюс 10. Температура воды прогревается до плюс 25 градусов в августе, в самом жарком месяце. В июле и сентябре 23-24 градуса. Основным занятием жителей Лорет-де-Мар была торговля и рыболовство. В XVIII веке указом короля Карлоса III была разрешена свободная торговля с американскими колониями. На экспорт традиционно шло оливковое масло, вино, соль, мука, текстиль, а импортировал Лорет-де-Мар кофе, табак, сахар, кожу и ром. И вот бурное развитие торговли дало мощный толчок к развитию процветания города Лорет-де-Мар. И в XIX веке город сильно изменился в лучшую сторону. Появилось много элегантных улиц, домов и площадей. Утром, плотно позавтракав, мы отправились на автобусе в Барселону, который находится в 90 километрах от Лорет-де-Мар. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды. Лайнер Коста Тоскана назван в честь известного региона Италии, славящегося своей красотой, завораживающимися пейзажами и изящными городами. Лайнер Коста Тоскана поразит своим гостеприимством, дизайном и различными новшествами, а также увлекательными маршрутами. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно брали трап на самом краешке причала. Ну, пора, турист. Длина лайнера 336 метров, 20 палуб, 6730 пассажиров и 1646 человек экипажа. Круговая прогулочная палуба, уникальные рестораны и бары, желатерия с настоящим итальянским мороженым, пиццерия с настоящей итальянской пиццей – вот далеко не полный список того, что ждет вас на Коста Тоскана.
Строительством круизного корабля занималась известная финская верфь Turku Maerwerf. На борту работают сразу 4 главных обеденных зала, где создана элегантная обстановка, а обслуживание предлагается по меню La Colombia, Agricino, Il Menaggio, Il Rugantino. Ну а центральный буфет La Sagra dei Sapori, посещение которого входит в стоимость круиза, находится на палубе номер 8. К услугам пассажиров разнообразный шведский стол с закусками, супами, основными блюдами, выпечкой и десертами. Также на лайне работают и другие рестораны. Первый же вечер было шоу о звездах, о Луне, о планетах на фоне звездного неба. Poco lontano si estendono il mare della fecondità, il mare della tranquillità, a 16 anni luce da noi, Altair è la più vicina delle 3 stelle del triangolo estivo, quasi 2 volte più massiccia del Sole. Questa stella di colore bianco è facilmente nucleare, proprio come il Sole, la nostra stella più vicina. I pianeti sono oggetti che danzano intorno a una stella. La Luna compie una rotazione attorno al suo asse nello stesso periodo di tempo in cui... В 8 утра мы прибыли на знаменитый остров Ибица. Ибица – самый модный курорт Европы. Солнце, море, свобода, круглосуточное веселье, переходящее в отрыв, ну и спокойный семейный отдых – все это вы найдете на Ибице, чудесном острове в Средиземном море, который входит в состав Балиарского архипелага и принадлежит Испании. Мы с Геннадием коротко осмотрели Ибицу. Чудесная природа с соснами, кактусами и пальмами в сочетании с атмосферой безудержных развлечений превращает пребывание на острове в сплошной праздник. В столице острова Ибица-таун сосредоточено большое количество архитектурных и исторических достопримечательностей. Здесь, за древними крепостными стенами, на холме над входом в парк расположился старый город, где так приятно прогуляться по узким, уходящим то вверх, то вниз улочкам.
Вот он, наш замечательный лайнер Коста Тоскана. Ну, а мы с Геннадием соблазнились на водную прогулку до острова Форментера, который самый маленький и самый южный из Балиарских островов. Он расположен всего в 6 километров от Ибицы, но при этом очень тихий и спокойный. И очень-очень красивые пляжи. Кстати, всего один город – Сан-Франциско-дель-Форментера. А остальной остров почти не тронут цивилизацией. Это плоское, едва покрытое растениями каменистое плато. Так как нам с Геннадием уже больше 60, то нам сделали скидку 50%. И билет стоил только 20 евро. Туда и назад. Здесь очень чистое море, разнообразная подводная жизнь, и этот остров напоминает Грецию. На обратном пути катер ужасно качало по волнам, и многие пассажиры было плохо. Какой же он все-таки большой и красивый, Коста Тоскана. Самое главное в круизе – не опоздать на корабль. После Ибицы мы целый день плыли по морю, но не скучали, потому что занимались спортом, теннисом настольным, играли в футбол, волейбол, баскетбол, а также купались, загорали и, естественно, пробовали различные мороженое, там различные экзотические продукты и напитки. Но во всем надо знать меру. Главное представление проходит в грандиозном крытом амфитеатре Колизео на палубах номер 6, 7 и 8.
И это представляет собой светлое масштабное пространство со стеклянной крышей и круглой сценой, где также проходят вокальные и танцевальные представления. Grazie. Ciao ciao. It's too wise to need someone as much as I depended on you. Yeah, it's a heartache, nothing but a heartache.
Для фотографирования с капитаном устраивалась целая очередь. Гостья стоила 20 евро. С Геннадием остановились в замечательном рок-кафе, приятная музыка и весьма приятные напитки. Естественно, надо знать норму, чтобы найти свою каюту. На этом заканчиваем первую часть нашего повествования. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал.